Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня интересная кофточка, туничка из разных остаточков синего цвета. Как правило, у нас у всех моточки такие копятся. И не знаю, что из ними сделать. И вот я решила из разных остатков. Тут прям видно, что они разные. Вот сколько было. Я взяла и связала туничку, кофточку такую вот под водолазку на зимнее время. Мне кажется, будет тепло, уютно. Красивые синие оттеночки, которые я очень люблю. Они тут все вместе собрались. Вяжется очень просто, прям очень просто. Предлагаю попробовать. Ну а для начала посмотреть. Начинаем вязание мы с моих колечек любимых. Затянули узелок и вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую петлю столбик с одним накидом. Это у нас одно колечко. 1, 2, 3, 4. И в первую петлю столбик с одним накидом. Таких колечек мы набираем на весь наш объем. Самый большой объем, как правило, это объем бедер. Набираем цепочку. Я набрала другим цветом, более темным. Но чтобы было лучше видно, я его показала вам на голубом цвете. Теперь колечко мы не замыкаем. Почему? Потому что раппорт узора рассчитать не так легко. Мы будем вязать узор, а в самом конце всегда можно лишние колечки отрезать, допустим. Вот. И у нас тогда все получится. Узор у нас будет вот такого плана. 3 воздушные петли подъема и пышный столбик. Воздушная петля. 1, 2, 3. 3 группы по 3 столбика. Начинаем. В само колечко. Внизу у нас воздушные петли, мы за сам столбик. Вот так вот в центр переходим. И вяжем 1, 2, 3 воздушные петли подъема и пышный столбик. Из недовязанных, допустим, раз. У меня остаточки пряжи. Я предлагаю тоже собрать все оттенки синего цвета, допустим, и запустить полосочки разные. Пышный столбик провязали. Еще разочек мы его сейчас провяжем. Воздушная петля. И в следующее колечко 3 столбика. Узор у нас вот такой будет всегда 3 столбика. 3 столбика, но у нас будет зигзаг узор. Вяжется он очень просто. Пока 3 столбика провязали, воздушная петля. Следующее колечко опять 3 столбика. У нас должно быть 3 группы по 3 столбика. 1, 2, 3. Это у нас 2 группы. Воздушная петля и третья группа. 1, 2, 3. Теперь будем вязать уголок. Уголок. Также воздушная петля мы вяжем таким образом. В колечко вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И в это же место опять 3 столбика. Это наш будет уголок верхний. А еще у нас уголок будет нижний. Для этого нам нужно провязать 1, 2, 3. Опять 3 группы с воздушной петелькой между ними по 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. 1, 2, 3. И еще 1, 2, 3. 1, 2, 3. Воздушная петля. У нас уже с вами такой уголочек образовался. Теперь смотрим наш узор. По узору теперь мы должны внизу пропустить одно колечко и связать 2 пышных столбика. Мы с вами пропускаем сначала колечко, вяжем пышный столбик. 1, 2,
2, 3. Это у нас пышный столбик. Провязали. Колечко пропустили. А в следующее пышный столбик. То есть мы формируем нижний зигзаг. Провязали. Вот так вот. Теперь опять вяжем такую же волну. Вот. Один мы с вами, помните, пышный столбик провязали. Теперь вяжем 1, 2, 3. Вершинка. 1, 2, 3. И зигзаг внизу. Такой узор у нас с вами должен получиться. Зигзаг идет вниз и вверх. Вверх и вниз. Вот на этом моменте у меня закончились мои колечки. Я померила, оказывается, маловато. И привязав вторую ниточку такого же цвета, соответственно, я набрала еще несколько колечек. Каким образом? Вот, допустим, наш узор идет. Вяжем, вяжем, вяжем. Понимаем, что не хватает. Привязываем вторую ниточку и точно так же продолжаем вязать колечки в другом направлении. Столько, сколько необходимо по объему бедер, потому что узор сложно прогнозируемый. Вот. Я набрала много. Сейчас одно колечко я до узора, чтобы раппорт узора сошелся, мне необходимо набрать. Вот я набрала, провязала, и теперь довязываем наш узор. Получается 3 группы. И последний пышный столбик. Мы с вами начинали с пышного столбика, помните? Надо им и закончить. Пышный столбик провязали. Теперь мы все наше вязание выравниваем. И нам нужно присоединиться. Вот кончик внизу мы связываем вот с этим кончиком, а вверху мы провязываем пышный столбик и присоединяем его к пышному столбику. Вот в это место. Вот. А внизу нам нужно просто наши кончики тоже завязать. И у нас получится вот такой вот завершенный узорчик. У нас с вами пышный столбик справа и слева. Мы сделали воздушную петельку ниточкой другого цвета, завязали ее. И пышный столбик мы вяжем, вот пышный закончился, между пышным и группой из 3 столбиков. Для начала мы вяжем столбик с одним накидом. И раз. Сейчас мы приноровимся. 1, 2, 3. Провязали. Воздушная петля. Между 3 столбиками вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. 1, 2, 3. Воздушная петля. И 1, 2, 3. Вот, у нас получается точно такой же узор. Вот 3 группы, как внизу было. 1, 2, 3. Это у нас пышный столбик. И вяжем верхушку, воздушная петля. Раз. Все точно так же. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. Воздушная петля. И продолжаем. В пространство между 3 столбиками 1, 2, 3 мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Воздушную петельку, пышный столбик и пышный столбик соединяем. То есть никаких изменений больше не будет. Меняем цвет ниточек. Если есть желание, я хочу извязать свои голубые остатки. У меня их много. Голубые, синие. Понемножечку, по маленьким моточкам осталось. Я думаю связать такую легкую кофточку. И не смотрите, что
не так прям плотно. На самом деле шерстяные ниточки, соприкасаясь между собой, это если законы физики знать, да, они создают поле теплое. Вот. 3 связали и 2 пышных вместе, пышных столбика вместе. 1, 2, 3 провязали вместе. И еще один. 1, 2, 3 вместе. Все. Вот такой несложный узор, который мы с вами разобрали. Таким узором, очень простым, все время повторяется. Нужно связать до проймы сантиметров 40. Я провязала вот таким узором зигзаг 40-45 сантиметров до проймы. То есть в любом случае нужно обязательно делать замеры, вязать. Ничего такого не меняла. Абсолютно тот же узор, только может быть цвет ниточек. Где-то добавляла, где-то убавляла. Вот. Теперь довязали до проймы. И каким образом мы делим? Вот это у меня центр. Вот у меня боковиночки. Вот здесь мы не вяжем. Я поставила маркеры. Это у меня будет... Я буду вязать сейчас спинку. А потом со второго маркера... А вот эта пройма мы не вяжем. Со второго маркера буду вязать перед. Точно так же и здесь. Вот. Довязала, ниточку отрезала. И вот на вершинку зигзага поставила маркер. Теперь мы... Вот это у меня спинка, допустим, будет. Теперь мы в самую вершинку. Вязание узора продолжается. Единственная разница, что там, где у нас маркер, мы будем вязать просто 3 столбика, не увеличивая. 1, 2, 3. Просто 3 столбика с одним накидом. И дальше по узору, вот как он у нас идет, мы так этот узор и вяжем. Вот. 3 столбика. Весь узорчик наш вяжем до следующего маркера. Спинку вяжем ровно примерно 20-25 сантиметров. Опять же, нужно померить по любой вашей кофточке, сколько сантиметров нужно вам. Вот. Я всегда вяжу сначала спинку, а только потом перед. Узор продолжаем от одного маркера до другого. Провязала я отдельно спинку. Вот у меня распределение впереди идет. Получается, смотрите, вот этот уголочек, он уже был связанный. И вот от него я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полосочек. Но, конечно, измеряйте по своей пройме. Вот она у нас идет. Вот такая пройма. Она должна 20-22 сантиметра быть. Вот. Что хотела сказать. Для сохранения узора зигзаг в самом начале и в самом конце мы вяжем таким образом. Мы вяжем между первым и вторым столбиком 3 столбика. Дальше продолжаем уже по узору. И точно так же в самом конце. Между, вот провязали последним и предпоследним столбиком, тоже у нас 3 столбика. Тогда сохраняется принцип узора зигзаг. Это спинка. Что касается переда, смотрите, самый центр у нас определен, его мы не вяжем. Вот. Получилось, что вяжем только плечо. Причем плечо оно всегда немножко короче спинки. И я провязала вот таким образом. Получается от одной вершинки до второй, просто плечо. Сохраняя тот же принцип. Провязывая, смотрите, вот один столбик. Вот, между первым и вторым 3 столбика. И в конце между первым и вторым 3 столбика. Теперь для того, чтобы хорошо, красиво шить, нам нужно выровнять вот это вот вязание. Каким образом я это делаю? Опять между первым и вторым столбиком провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Следующую мы вяжем полустолбик 1, арочку такую 2, 3. И еще полустолбики 1, 2, 3. Теперь столбик с одним накидом,
1, 2, 3. Еще один столбик с двумя накидами, с одним накидом. 3 столбика. И в самый центр провяжем столбик с двумя накидами. Для того, чтобы выровнять вязание и потом его сшить. Это у нас 2 плеча будет. Мы их выравниваем на спинке и впереди. И сшиваем. Вот. Получилось 2 раза столбики с одним накидом. 2 группы. 1, 2. 1, 2, 3. 2 группы полустолбиков. 1, 2, 3. Вот. Полустолбики 1, 2, 3. И вот между последним и предпоследним просто 3 столбика. 1, без накида, 2 и 3. Вот. Мы выровняли рядочек. Теперь вот он практически ровный получился. Вот. И теперь можно сшить с плечом на спинке. Точно так же мы провязываем вторую часть впереди плеча. Вот у нас с одной вершинки по второй. И сшиваем со спиной. Получаем уже такую вот модельку, очень интересную. Смотрится классно, здорово. Из остатков пряжи у нас получается уже основа нашей кофточки. И нужно будет набрать рукава и связать их. Я связала, сшила половинки. Получилось вот так вот у меня. Вот впереди такой вырез симпатичный. Со стороны спинки вот горловина получилась. Как я сшиваю. Мы выровняли вязание, как я показала. И с одной стороны и с другой, подхватывая ниточку, я все прошиваю столбиком без накида. На изнаночной стороне, конечно же. Все. И вот так получаем наше плечо. Теперь задача какая? Со стороны проймы, вот у меня пройма, по центру проймы набрать. Можно вязать просто столбиками, 3 столбика с накидом и без всякого узора. Это очень просто сделать. Можно связать узор зигзаг, как мы с вами вязали. То есть по центру, вот смотрите, это пройма, да? Вот мы привязываем ниточку, вяжем тот же самый узор, 3 столбика. Ниточка нет, не будет путаться. 2, 3. И совмещаем, да? 1, 2, 3. То есть наша задача по пройме можно просто набрать столбики с одним накидом по 3 столбика. Можно продолжить узор. Он у нас есть. 1, 2. Помните, у нас 4 группы столбиков вот таких. И в 5 мы либо соединяем, либо вяжем вершинку. Получилось 1, 2, 3. 3-я группа у нас. Вот, ну на рукаве, смотрите, можно сделать немножко 4, можно меньше сделать узор, да? Так, 1, 2, 3, 4. А в 5 нам нужно вот одну группу мы пропускаем. В 5 мы сделаем вершинку. Это когда 3 столбика, 2 воздушные петельки. И в это же место еще группа такая идет. 1, 2, 3.
То есть весь наш узор мы должны распределить таким образом, что либо мы провязываем 2 группы и 2 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и 5-е совмещение. Нужно так провязать, просчитать на равном расстоянии, конечно же. 1, 2, 3. В пройме нет ничего сложного. Тут самое главное распределить. Вот прошел узорчик в следующем. Распределить узор равномерно, потому что нет четких петель. И мы интуитивно набираем там, где нам кажется. Я набираю вот через узорчик. Узор набрала, пропустила, а в следующем вяжу. В нашем узоре это легко сделать. Опять считаем 1, 2, 3, 4, а по центру, вот где шовчик, наша задача сделать вот такое совмещение. Я провязала 2 рукава. Правда, они не получились у меня сильно длинными, потому что пряжа закончилась. У всех остатков тоже иногда заканчиваются, да, моточки. Вот сколько хватило ниточек разного синего цвета, всех оттеночков я связала. Рукав я решила немножечко, я показывала, каким образом выровнять. То есть столбики с 2 накидами, столбики с 1 накидом, еще с 1, потом полустолбики и столбики без накида. Вот. То есть если несколько рядочков вывязать, то будет ровный край. У меня вот пряжа закончилась. И получилась такая интересная, симпатичная кофточка. Я планирую носить на водолазке, всегда ношу все на водолазке. Мне нравится такой вариант. Из остаточков пряжи красивая кофточка. А как вам кажется? Симпатичная? Мне кажется, вполне себе. Такое темное начало. У меня был такой моточек. И потом все я развязала. Такой вырез получился симпатичный достаточно. Сшила плечики, набрала рукавчики и связала. Надеюсь, видео вам будет полезным. Куда использовать остатки пряжи примерного оттеночка, да? Все оттенки синего. И вы свяжете вместе со мной такую симпатичную кофточку. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!